Диана всегда считала свою жизнь обычной, наполненной привычными заботами и мелкими радостями. В детстве ее особенно пугала тьма, и она часто засыпала, полностью с головой укрываясь под одеялом, представляя невероятные ужасы, скрывающиеся в темноте. Но именно в этом мрачном месте, морге, началась ее настоящая дорога к испытаниям и счастью, которая должна была изменить ее восприятие жизни навсегда. Поскольку ей было всего 28 лет, за плечами она уже успела пережить много горя. Тяжелое детство, полное недостатка любви и заботы, началось после трагической смерти ее отца. Этот удар стал не только потерей близкого человека, но и катастрофой для всей их семьи. Диана потеряла не просто отца, но и основную опору в жизни, которую она искала, и в будущем ее мать, Алена, долго не могла справиться с горем. Упадок духа и физического состояния оказался настолько сильным, что вскоре Алена оказалась на грани болезни, непрекращающиеся слезы и боль, которую она испытывала, дали о себе знать. Диана, будучи еще подростком, неожиданно стала единственной опорой для своей матери, ухаживая за ней как за маленьким ребенком. Она работала уборщицей в местной школе и подрабатывала в магазине. Все ее свободное время уходило на заботу о матери и ведение домашнего хозяйства. У Дианы не было друзей, свиданий и даже простых радостей. Все праздники проводились в тишине, в окружении горя. Ее детство пролетело в серых тонах, лишенное той беззаботности и радости, которую испытывают другие ребята. Она порой мечтала о том, как было бы здорово танцевать на школьных вечерах или хотя бы гулять с подружками. Но вместо этого ей приходилось слушать о том, как ее мать теряет эту жизнь, и испытывать все более глубокое чувство одиночества. Судьба решила иначе. После сокращения в школе, где она работала, Диана оказалась без работы. Депрессия, охватившая ее, привела к тому, что она приняла решение, о котором никогда не думала – идти работать санитаркой в морг городской больницы. Эта работа казалась ей странной, но в таком состоянии она была готова попробовать все. Первый день был настоящим испытанием. Вокруг царила мертвая тишина, а стуки гробницы, опечаленные лица косили надежду. Диана пыталась собрать свои мысли воедино, но все казалось непривычным и невероятно тяжелым. Однако вскоре, в этом сыром и холодном месте, она нашла неожиданную поддержку. Старый хирург Михаил Олегович стал для нее проводником в этот новый мир. Михаил Олегович, главный хирург морга, оказался полной противоположностью строгого главного врача Ильи Романовича, который встретил Диану с недоверием и осуждением. Он не понимал, как такая женщина, как Диана, могла оказаться в этом месте. Он произнес несколько колких слов, которые только усилили ее страх и неуверенность. Однако Михаил с его спокойным и отзывчивым подходом стал ее верным союзником. Ее первый день в морге был наполнен трудностями, но благодаря Михаилу она начала чувствовать себя более уверенно. Каждый вечер после своего рабочего дня он делился с ней интересными историями из своей практики, рассказывая о своих пациентах и о том, как важно ценить жизнь. Его слова утешения заполнили пустоту, когда Диана пыталась осознать, что происходит вокруг. Именно он объяснил ей, что мертвая жизнь, которую они исследовали, это всего лишь часть большого цикла природы. С течением времени Диана привыкла к работе, глубоко интересуясь медициной и патологией. Ее уверенность росла, и в один момент судьба оставила ей самую невероятную задачу. В морг привезли тело Ивана Васильева, успешного предпринимателя с блестящей карьерой. Однако, когда сотрудники начали осмотр, Диана заметила, что у него все еще теплое тело и слабый пульс. Придя в себя от шока, она позвала Михаила Олеговича, и они вместе приняли решение спасти его. Михаил стал ее опорой, разделяя ее удивление и желание помочь. Спасение Ивана было непростым, но благодаря их усилиям его удалось вывести из состояния клинической смерти, и он был быстро переведен в реанимацию. Этот момент стал важным не только для Дианы, но и для всех, кто знал Ивана. Врачи в реанимации были потрясены его состоянием и тем, что в морге так легко могли принять его за мертвеца. Но Диана и Михаил знали, что могут сделать все для его спасения. Как выяснилось позже, Иван стал жертвой предательства. Его друзья, связавшиеся с криминальными конкурентами, устроили его нападение. На фоне спасения началась настоящая борьба за справедливость.
Илья Романович оказался замешанным в заговоре с криминальными группировками, и теперь все эти схемы начали рушиться, аресты и расследования удались благодаря их действиям. Диана была потрясена, но ее уверенность в том, что сделала правильный выбор, только росла. Иван, теперь находясь под защитой, решил рассказать всю правду о том, что произошло. Он был предан людьми, которых считал друзьями, и Диане не оставалось ничего другого, как наблюдать, как жизнь вокруг начинает раскрываться. Она поняла, что теперь у нее есть возможность изменить не только свою судьбу, но и людей вокруг. Сильные переживания и эмоциональные встряски неожиданно обострили атмосферу и в самом морге. В течение нескольких дней после спасения Ивана подрядились интересные события. Однажды Михаил Олегович решил признаться Диане в тайне, которая давно его мучила. Он влюбился в ее мать, Алену, и на самом деле является ее отцом. Эта новость обрушилась на нее как ураган, и Диана не могла сразу принять его как отца. В ее сердце сидела обида на жизнь за то, что так несправедливо обошлась с ней. Но оставшиеся ощущения уважения и благодарности к Михаилу были вместе с ней в этом сложном разговоре. Это признание стало для Дианы ключевым моментом. Ее восприятие себя и своих корней изменилось. Она начала осознавать, что жизнь может быть сложной, но также она может и удивлять. Михаил согласился взять над ней опеку, стать ее наставником и поддержкой на пути к освоению медицины. С течением времени жизнь Дианы действительно начала меняться. Иван стал частью ее жизни, и вскоре их отношения переросли в нечто большее. Они поженились, плясали на скромной свадьбе в окружении тех, кто им был дорог, и как если бы мир снова заработал для нее, Иван стал не только ее сторонником, но и важным человеком в ее жизни. Он поддерживал ее в стремлении учиться и стать врачом. Диана поняла, что ее мечта стать врачом и спасать жизни может стать реальностью. Она собралась с силами и решила поступить в университет и начать учиться, погружаясь в изучение медицины и патологии. И каждый новый урок, каждая новая книга наполняли ее сердце радостью, надеждой и новыми целями. Вместе с Иваном они начали строить счастливую жизнь, полную поддержки и любви, которую она так долго искала. Каждый день, когда Диана входила в морг, был для нее не просто работой, а напоминанием о том, что жизнь – это подарок, а здоровье – важнейший дар. Она начала проводить время с пациентами, изучая их истории, стремясь понять, что именно заставило их оказаться на грани смерти. Работая под руководством Михаила, она принимала участие в медицинских обследованиях и даже оказывала первую помощь. Теперь у нее была возможность меняться самой и менять мир к лучшему. Ее жизнь перестала быть похожей на бесконечное ожидание конца. Она с гордостью могла сказать, что ее путь начался в холодном морге, но теперь у нее была новая цель, новая мечта и новая жизнь, которая обещала быть заполненной дружбой, любовью и многими добрыми делами. Этот новый мир стал для нее прорывом, позволяя понять, что жизнь, даже полная потерь, может дать шанс на светлое будущее, если только ты готов принять этот шанс. Теперь Диана уверенно смотрела вперед, понимая, что, несмотря на все испытания, ее путь был лишь началом чего-то большего. Она стремилась изменить мир вокруг себя, и это стало ее истинной задачей – помогать другим находить надежду, как когда-то ее нашел Михаил Олегович, и как недавно нашел Иван Васильев. Даже в самых сложных моментах она излучала свет. Свет, который искренне хотел освещать путь другим, не боясь ни тьмы, ни собственных страхов.